очень красивая. So, hello everyone. Aprilia Leonardo 250 Yamaha engine fully disassembling for the two pieces of the engine. Так, что здесь в сумме осталось-то? Снять помпу, далее, наверное, слить масло с редуктора и следующим этапом либо отсоединить колесо, либо сцепление трансмиссии, а потом колесо. Что-то из этих двух вариантов. И можно будет приступать к располовиниванию двигателя, как я понимаю. Боковая крышка не представляет из себя ничего интересного. Внутри находится статор, который крепится на 3 шестигранных болта, которые затянуты довольно прилично. Но я все равно снял, для того, чтобы прочистить от масла, ну и в целом помыть крышку беспрепятственно. Цусима. И считывающий датчик, так как он магнитный, на нем могут присутствовать элементы металлической стружки. Вот на них нужно обратить внимание и удалить их отсюда. Резиновая пробка тоже была неаккуратно посажена на герметик. А так вообще, что здесь пытались сделать с проводами, которые идут от генератора, это еще предстоит разгадать. Но выглядит в лучших традициях жанра под стать всему остальному. Что касается железных деталей вскрытого двигателя, таких как шестерни, ротор и все подобное из стали, очень быстро начинает покрываться коррозией. Снимается крышка, через день уже начинает образовываться микрослой ржавчины. Поэтому будьте внимательны и сразу смазывайте маслом и оклеивайте пленкой для поддержания герметичности и присутствия смазки на все детали. Ревью промежуточного состояния. Было решено демонтировать трансмиссию, демонтировано, полумаятник с задним колесом, центральная гайка крепления колеса на ось трансмиссии и 2 болта крепления полумаятника. Гайка, шайба, втулка. До свидания. Вуаля. Изи. Попутно я демонтировал стартер для того, чтобы его очистить, так как он был в обильном слое накипи, грязи. Если кто-то думает, что ой, да что там, немножко запылился и нифига страшного, то вы нифига не правы. Даже микрослой пыли уже является термобарьером. Соответственно, если у вас ощутимый слой пыли, не говоря уже о грязевой накипи, то термобарьер ощутимо усиливается. Так что содержите свои стартеры в чистоте, пожалуйста. Мне настоятельно порекомендовали его не разбирать, так как разбирать стартеры типа дело неблагодарное, особо там ничего не увидишь, а время можно много потерять. И я, как ни странно, прислушался к этому совету. Единственное, что я сделал, это выкрутил 2 вот этих длинных болта, которые осуществляют скрепление всех 3 секций стартера. Через эти отверстия осуществил продувку воздухом. Оттуда полетело очень много черной пыли от щеток. И вам тоже рекомендую это сделать. Но старайтесь это делать в вертикальном положении. То есть просто вынуть болты и оставить стартер в статичном положении, так как все эти детали уже начинают, логично, да, без болтов они начинают обретать новые независимые степени свободы. Стартер бренда Mitsuba. Это логично предположить дочерняя компания Mitsubishi. И у стартера тоже присутствует O-ring. Далее, так как я в данный момент не могу справиться с гайкой крепления ротора или же магнета, принято решение половинить двигатель для того, чтобы уже с меньшей половинкой и коленвалом иметь больше пространства для безопасной фиксации ротора доступными методами, так как грубо и сильно экспериментально с его фиксацией работать нельзя по причине того, что здесь магниты, конструкция выглядит монументальной, но на самом деле она, как и другие вещи, может деформироваться и выйти из строя под влиянием грубой силы. И в целом, чтобы не останавливаться на этой гайке, это нужно разобрать все помыть, узнать состояние, продефектовать и подготовить к сборке. Сборка, скорее всего, будет производиться уже в другом помещении, так как у меня лето не вечное, осень тоже, а в холодной атмосфере работы идут очень прохладно. Мне не очень нравится. И я этого делать не буду. Так вот, трансмиссия демонтирована. Следующим этапом необходимо демонтировать помпу, которая находится
с обратной стороны, и маслонасос. Вам, если же вы соберетесь делать это при другом состоянии вашего агрегата, очевидно, что придется слить масло, либо часть масла, которая будет находиться под этой крышкой. Вы крышку начнете отпускать, масло начнет течь. А также слить охлаждающую жидкость. Либо с помпой сдернуть патрубок, либо каким-то иным методом. Как располовинить двигатель? По периметру большей части корпуса выкручивается ряд длинных болтов, соединяющих две половинки корпуса двигателя, один из которых можно не заметить. Он находится вот в этом колодце рядом с ухом крепления двигателя. И далее легкими постукиваниями по половинкам корпуса, создавая вибрацию, двигатель равномерно рассоединяется по периметру. Можно смотреть по гэпу между двумя половинками. И далее коленвал высвобождается из сальника. Здесь нужно понимать, что цепь ГРМ внутри шахты ГРМ опоясывает коленвал и, возможно, будет немного цепляться за шлицы на самом коленвале. Аккуратно пошатывайте, можно переворачивать двигатель туда-сюда, смотря какую сторону вы хотите отсоединить. В моем случае я отсоединял большую часть корпуса и высвобождал верхнюю часть корпуса по отношению ко мне в данный момент на себя, нижнюю вниз. Двигатель успешно располовинен и вуаля! Картина маслом. Сепаратор подшипника просто размолотило. И, похоже, не только сепаратор, еще и шарики. Шарики придется поискать. Можно так быть? Но что-то мне подсказывает, что может это комплект 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хотя, возможно, комплект. Но сепаратора больше нет. Подшипник под замену. Что там со вторым? В моем кейсе ротор будет освобождаться в последнюю часть. Я не смог увидеть вот эту гайку. А в целом при собранном двигателе с вот этой площадью мне неудобно осуществлять фиксацию магнета для откручивания данной гайки. Собственно, этим я сейчас буду заниматься. О успехах или неудачах сообщу, но постараюсь, чтобы был успех. So, what we have for now? Две разделенные половинки единого целого, коленвал, который соединяет их воедино, и в целом оживляет данную конструкцию. Можно заметить, что коленчатый вал уже находится на лотке со специнструментом, который пришлось приобрести для того, чтобы демонтировать в первую очередь вот этот подшипник, который я уже пытался демонтировать различными интенсивно-креативными способами с применением комбинации различных доступных съемных устройств, съемников подшипников, но не данного специализированного типа, а иного под другие случаи демонтажа. И с гордостью могу заявить, что я применил все свои креативные способности для поиска решения, которое могло бы помочь демонтировать хотя бы мертвый подшипник. Все эти способы комбинировались по желанию в доступное время с попытками применить длительную статическую нагрузку, направленную на стягивание пакета подшипника и ретейнера подшипника, с периодическим сессионным термическим воздействием, то есть нагревом запрашиваемых к снятию элементов, которые должны расшириться и высвободить место соприкосновения между частью вала и цилиндром снимаемой детали. То есть на данном примере нагревается втулка-ретейнер и внутренняя обойма подшипника, так как именно она посажена на вал. Но все эти разумные мучения, как можно догадаться, не дали результата, и пришлось приобрести данный набор для демонтажа подшипников в конкретно подобных специфичных кейсах. У меня изначально была задача, естественно, заменить сломанный подшипник на гибридно-керамический и по возможности заменить оригинальный подшипник, который никак не пострадал, он в отличном рабочем состоянии, но тоже уже изначально было желание заменить его на гибридно-керамический, так как если с одной стороны будет гибридно-керамический, то очень хотелось бы, чтобы и со второй стороны был такой же, чтобы эксперимент по применению гибридно-керамических подшипников на оси коленвала был максимально полноценным.
ценным. Мне это очень интересно. Не только в рамках данного проекта, но и в целом в перспективе. Ну а жестко столкнувшись с проблемой демонтажа даже вышедшего из строя подшипника, об этом я уже и думать позабыл. Тем более его демонтаж здесь выглядит более сложным, так как по раздельности этот пакет снять не представляется возможным, потому как практически полностью отсутствует гэп для изобретения какого-то инструмента, чтобы снять по раздельности. Ну и в целом уже ясно, что даже специализированным инструментом этот пакет снимается в комплекте. То есть инструмент в процессе работы демонтирует оба элемента: шестеренку ретейнер и сам подшипник. И раз уж я приобрел специализированный инструмент, который мне, честно говоря, не очень хотелось приобретать, так как я не особо фанат приобретать какие-то вещи, которые будут применены один раз и потом будут лежать, пылиться годы в ожидании своего следующего применения. Редкая применимость, низкая рациональность. Я не фанат таких приобретений. Поэтому до последнего пытался найти какой-то способ демонтажа из уже доступных элементов, комплектов и handmade установок, которые я пытался собрать в том числе из подручных средств. Самое такое более-менее, что должно было сработать, на мой взгляд, это располовиненный опорный подшипник, то есть две чашки, или треуголки их еще называют. Они как раз по диаметру надевались на данный подшипник. Я закладывал пластину, которая осуществляла зацепление через имеющийся гэп. Сверху для жесткости надевал вторую половину от опорного подшипника. В каждую из вершин треугольника продевал шпилки, продевал их через опорную плиту с резьбовым упорным штоком или штифтом, подтягивал на шпилках и чередованием подтяжки шпилок и упором в ось коленвала пытался хоть как-то нагрузить данный пакет, прогревать периодически, оставлять статически нагруженным. И как я сказал, нифига не получилось. Так вот, раз уж приобрел инструмент, значит оба подшипника я должен снять. Это мы сейчас еще в процессе посмотрим. А следовательно, можно было приобрести и второй подшипник. Не только тот, который заменяет убитый, но и тот, который заменяет рабочий на обратной стороне. И вот его стоимость, просто может шокировать. Кто желает ужаснуться, загуглите стоимость гибридно-керамического подшипника 6328. К слову, 6306 тоже не особо дешевый, но по сравнению с этим это вообще чип. Окей, приступим к демонтажу того, что необходимо демонтировать. И на данном этапе я позволю себе телепортировать вас в самую глубину действительно сложного кейса, который сложился в реал-тайм при тестировании и обзоре устройства данного инструмента. Предварительно собранная конструкция из двух половинок разделителя, двух опорных пинов и опорной платформы в виде вилки накидывается в самом начале конического основания, затягивается равномерно, плотно, но в то же время с пониманием усилия для того, чтобы не сорвать резьбу на шпильках и гайках. Далее по такому же разумному принципу затягиваются опорные пины, и положение упорных пинов фиксируется гайками в топе опорной платформы в виде вилки. Далее инсталируется основной штифт, который осуществляет прямое давление на ось посадки деинсталируемого элемента, и начинается плавный процесс увеличения давления за счет ввинчивания основного штифта. Таким образом образуется жесткая П-образная арочная конструкция, нижняя часть которой образует единую платформу с деинсталируемым элементом, и данная платформа мотивируется к движению вдоль оси, на которой установлен деинсталируемый элемент. Мотивация осуществляется буквально за счет движения всей собранной конструкции по резьбе основного штифта. Вся конструкция тянется вверх. Надеюсь, со схематичным пониманием данного процесса ни у кого проблем не возникнет. И вот теперь начинаем погружение в глубину сложного кейса. Основа сложного кейса заключается в том, что втулка ретейнер довольно широкая, и она не так уж легко снимается, как хотелось бы. Я изначально максимально нагрузил ее, как планировал, то есть все зафиксировал и максимально, насколько это возможно, с сохранением инструмента, с сохранением резьбы на основном штифте, дал нагрузку на всю эту конструкцию. Но втулка ретейнер не пожелала двигаться с места. Тогда я решил для облегчения нагрузки на внутреннюю систему собрать еще внешнюю систему, которая будет стягивать подшипник и осуществлять дополнительное давление снизу на втулку. Для этого практически идентично, пошагово накинул нижний разделитель, далее упорные пины,
все так же в вилку и сверху зафиксировал уже за счет шпилек более коротких упорных пинов. В самом начале всего процесса я осуществил минимальный преднатяг и услышал такой мелодичный удар внутренней обоймы подшипника о спокет плоскость втулки ретейнера. То есть подшипник очень легко сдвинулся со своего посадочного места и уперся во втулку ретейнера. Проблема пока что продолжает существовать со втулкой ретейнером. Она не желает двигаться с места даже под воздействием усиленной общей конструкции. Собственно говоря, поэтому я осуществил подвешивание всего данного механизма для того, чтобы осуществить более эффективную длительную статическую нагрузку. То есть весь вес коленвала направлен вниз, а все усилия собранной конструкции направлены вверх. В таком состоянии я оставлю это примерно на сутки с периодическими чекапами и плавным увеличением нагрузки за счет увеличения преднатяга. И чтобы было понятно, я снижал преднатяг на внешней дополнительной конструкции для того, чтобы основное усилие было направлено на внутреннюю основную конструкцию, а внешняя выполняла роль дополнительной. Итак, позитивных результатов в процессе статической нагрузки с плавным периодическим увеличением преднатяга пока что не достигнуто. В процессе очередного добавления преднатяга раздался щелчок, который свидетельствовал о поломке шпильки упорного пина. Это грустно. Снова дам некоторый преднатяг, оставлю под статической нагрузкой на ночь и завтра приступлю к интенсивному термическому воздействию на втулку ретейнер. Надеюсь, проблем не возникнет и я сообщу о положительном результате. Как вы можете догадаться по этой картине, проблемы все-таки возникли. И были они все того же характера. Обломились шпильки на упорно-фиксационных пинах, статическая предварительная нагрузка с последующим нагревом и комбинацией применения двух упорных конструкций не дали абсолютно никакого результата. В связи с этим было решено приступить к поиску иных решений. Первое, что решено было сделать, это расколоть внешнюю обойму убитого подшипника для того, чтобы цепляться за внутреннюю обойму убитого подшипника. Попытки произвести небольшие запилы и расколоть ударным методом не принесли позитивного результата. Пришлось пилить до последнего. Пилить было неудобно, потому как подшипник находился на оси коленвала. И в процессе надпила я уже нанес небольшие дэмэджи. Далее была попытка закрепить сепарирующие половинки данного съемника за внутреннюю обойму подшипника, накинуть трехлапый съемник с более толстым упорно-винтовым пином, который упирается в вал и тремя такими большими лапами цепляется за данный съемник, осуществляется преднатяг с параллельным нагревом втулки ретейнера индукционным нагревателем. Но и это не помогло. Вариант испытывать чужой инструмент на максимальную прочность не рассматривался, поэтому было решено искать еще какой-то метод решения данного кейса. Собственно, из всех активно рассматриваемых он был крайним. Сетап заключался в том, чтобы все так же накинуть данную часть инструмента на внутренний сепаратор подшипника, нагревать втулку ретейнер и нагружать ось вала гидравлическим прессом. Скутер. Ну как, двигатель обычный одноцилиндровый, просто трансмиссия вариаторная, как на скутерах. И это, к счастью, сработало. Рекомендовано. Кстати, один старый механик поделился экспертизой в плане того, что критического нагрева в данных кейсах не требуется. Достаточно разогреть втулку ретейнер до 300 градусов и грамотно нагрузить вал, то есть гидравлическим прессом. Ожоги очень плохо зарастают от аргонодувовой сварки. Ну оно ж по сути совсем новый слой кожи. Образовывается долгучий. А горячий будет? Да чуть.
И вот долгожданный хэппи-энд настал. Я в процессе забыл заснять этот момент. Пакет снялся максимально легко при минимальном преднатяге. Так же, как и сдвинулся с места данный подшипник и уперся в ретейнер. Да, важный момент при решении данного кейса, который, к сожалению, упустил я. И теперь у меня потенциально плюс одна небольшая, решаемая проблема, которая актуализируется при обратной сборке и установке данного элемента. Суть заключается в том, что данный элемент, как можно заметить, имеет интегрированную шестерню, которая приводит в действие распредвал. То есть данный элемент является второй основной частью газораспределительного механизма, поэтому позиционирование его финальной установки имеет значение. Следовательно, перед демонтажом данного элемента очень разумно будет сделать метку для того, чтобы при обратной установке сопоставить и установить в изначально правильное положение, которое было с завода. Здесь разумной погрешностью будет плюс-минус миллиметр, потому как в газораспределительном механизме все равно имеются изначальные погрешности и погрешности, которые возникают в процессе эксплуатации. Самое банальное и очевидное – это естественное растяжение цепи, выработка планки натяжителя-успокоителя, небольшой фриплей шестерни распредвала и так далее. Максимально точно просчитать все это в сумме не представляется возможным. Гораздо проще потом накинуть пластину для замера градусов вращения и уже на основе результатов замера по данной пластине скорректировать положение шестерни распредвала. Но тем не менее, это не означает, что не нужно стараться спозиционировать данный элемент так, как он был спозиционирован изначально на заводе. Мне в этом плане помогут оттиски, которые остались на местах соприкосновения втулки ретейнером с посадочной плоскостью подшипника, который находится вслед за ней, и также оттиски вместе с следами небольшой коррозии от воздействия воды. В общем, это не прям проблема, а скорее небольшое усложнение. Итак, что мне необходимо сделать далее? То есть сейчас все промыть, все каналы, замерить расстояние между щекой коленвала и шатуном, замерить биение обоих частей валов, при необходимости осуществить балансировку, и тогда уже можно будет приступать к сборке. So, crankshaft fully cleaned, and it's time for weighing their components. Ох, сколько всяких нечистот было в данном масляном резервуаре, которые я запарился вымывать оттуда всеми возможными смесями и способами. Через данное отверстие, которое является сквозным, данная шахта системы смазки ведет к шатуну. Соответственно, масляный поток проходит через шатун и выходит через зазоры между шатуном и щеками коленвала. Шатун также подвергся стачиванию несовершенств литья и маркировок. Предварительно я не взвешивал, так как там, от силы, наверное, пару грамм, и все было крайне грязным, было не до этого. Принцип промывки, я думаю, тоже понятен. Все это погружается в очистительную смесь, через шахту заполняется данный резервуар, все это вращается, сливается, вся очистительная смесь приобретает мутную коктейльную консистенцию. Из загрязнившегося очистительного микса коленвал погружается в чистый очистительный микс, и так множество раз до тех пор, пока очистительный микс не останется светлым. Далее все шахты и зазоры продуваются, заново промываются и снова продуваются, пока при вращении шатуна не будет слышно никакого малейшего хруста. Зазоры и измерения. Здесь у меня все в допуске, здесь зазор также в допуске. Мое значение 60 сотых, то есть ровно посередине. Это радостно. Вес коленвала с шатуном 3445 грамм. Взвешено. Вес оригинального подшипника Koyo 63/28,3, последняя цифра означает тепловой зазор, составляет 279 грамм. Вес гибридно-керамического подшипника 63/28 236 грамм. Вес гибридно-керамического подшипника 6306 288 грамм. Вес оригинального 6306 Koyo чекнуть не представляется возможным по известной причине его смерти. Вес ретейнера 79 грамм.
Вес шестерни 73 грамма. Вес гайки М16 17 грамм. Много. Вес шайбы М16 7 грамм. Ну, плюс-минус 25 грамм в сумме. С этой стороны оригинальную гайку взвесить не могу, так как она была убита в процессе демонтажа, и здесь однозначно будет титановая гайка. Сюда тоже постараюсь найти титановую М16 на 1, но не факт, что получится. Теперь мне необходимо запрессовать подшипники, для того, чтобы уже на них выставить коленвал и осуществить замер биения осевого вала. Итак, втулка ретейнер успешно установлена. Было два варианта позиционирования. Во-первых, я посчитал зубцы шестерней и зубцы шлицов на валу. Их получилось равное количество, и казалось бы, что позиционирование может быть симметричным, но нет. Асимметричное и выполнено по следующему принципу. Там, где заканчивается зубец шлица на валу, там начинается зубец шестерни. Оно вот почти выглядит как симметричное, но нифига, все-таки смещение есть. And so, we're ready to assembling the bottom side of the engine. Да, наконец-то мы готовы к сборке нижней части двигателя, которая начнется с очередной заморозки коленчатого вала, который уже покрылся коррозией, пока лежал несколько дней в пакете, весь смазанный маслом. Я собственными руками и кисточкой все промазывал, и один фиг, некоторые плоскости покрылись ржавчиной. У меня нет слов. Ну да ладно, все протрется, все смажется. Главное, что внутрь резервуара я через данную шахту добавил достаточное количество масла, я надеюсь. И там внутри ничего не покрылось ничем нежелательным. Окей, коленвал морозить буду для того, чтобы легко и успешно установить ротор генератора. Здесь важный момент, что коленвал буду морозить уже вместе с шпонкой, а ротор буду затягивать тем же методом, которым и отпускал. Я что-то упустил этот момент при демонтаже и не рассказал, каким образом я отпустил эту гайку, так как это было некоторой проблемой. А решение было довольно простым. Я опоясал ротор по контуру промышленным ремнем, зажал его в тиски и осуществлял отпускание гайки головкой. Мне повезло, что у меня был хороший такой широкий промышленный ремень, который по всей этой плоскости создал большую площадь соприкосновения и, соответственно, плотность прижатия. Тисками все это еще и зажалось, и вообще было замечательно. Пока коленвал охлаждается, можно подготовить ротор к установке. Внутри ротора можно увидеть 6 отверстий, 3 из которых используются для крепления ротора к плите обгонной муфты. 3 других предусмотрены для демонтажа пакета ротор плюс плита обгонной муфты. Здесь же было ввинчено 6 вот таких тяжеленных винтов, которые никак сюда не подходят, потому как имеют полностью резьбовую плоскость. А инсталлированы они сюда были так, как менялся оригинальный ротор генератора вместе с шестерней стартера, потому как сдох подшипник обгонной муфты. Но здесь же было 2 правильных болта винта и один уже какой-то самодельный. Но, тем не менее, видели же, что здесь должно быть 3, но, видимо, 3 лишних отверстия не дали покоя. Собственно, исследуя данные запасные детали, я и понял, какой тип болтов здесь должен быть в оригинале, и приобрел титановый, так как все вращающиеся массы должны стремиться к уменьшению. Поэтому 3 титановых болта винта не магнитятся в сравнении с оригинальными. Имеют вес на 40% легче оригинальных. И не знаю, насколько легче всех вот этих 6. Нужно будет взвесить. С величайшим удовольствием устанавливаем их. Обгонную муфту тоже сейчас проверим. Готово. Подшипник обгонной муфты, ну или обгонная муфта, проверяют следующим образом. В одну сторону крутится, в другую сторону не крутится, то есть блокируется. Все работает. Супер. Следующее, что мы можем установить, пока охлаждается коленвал, это пробку и масляный фильтр. О-ринг обязательно. Как говорится, с
сливную пробку установить лучше раньше, чем никогда. Окей, установлено. Следующее, что установим, это маслонасос. С ним все довольно просто. Разбирается полностью, протирается салфеточками, чтобы никакая песчинка, пылинка не попала внутрь пятисекционного ротора. Насос собирается в единый модуль и устанавливается на свое предусмотренное место. Здесь с установкой прокладки есть некоторые нюансы, так как она имеет не очень логичную форму, которая не бьется ни с формой посадочного места, ни с формой самого маслонасоса. Но устанавливается она следующим образом. Если смотреть на маслонасос, когда направляющие пины расположены в его верхней части, то прокладка выступающей частью позиционируется в левую сторону. При установке же она выглядывает, тоже в левую сторону. Далее 2 винта. Далее направляющий пин пластиковой шестерни. Шестерня. Шайба. И стопорное кольцо. Далее, в следующей последовательности собирается шестерня оси помпы. Здесь практически все то же самое, только шайба присутствует с двух сторон шестерни. Сначала надевается шайба на вал, далее вставляется упорный пин, надевается шестерня, шайба и стопорное кольцо. Готово к установке, но потом. One more done. Осталось всего ничего. Установить сальник вала с той стороны. Устанавливается максимально невнятно. Фиг его знает на какую глубину. Надеюсь, жизнь его потом поправит. Далее необходимо инсталлировать планку натяжителя, то есть успокоителя. На самом деле это является планкой успокоителя, но так как в данный выступ упирается натяжитель, то можно назвать и планкой натяжителя. O-ring, болт. One more done. Теперь необходимо установить цепь газораспределительного механизма в шахту для цепи газораспределительного механизма. Иначе можно все собрать и никуда не уехать. Так как если на данном этапе собрать две половинки двигателя воедино и забыть установить цепь, возможности установить цепь больше не будет. Только обратная разборка на две половинки, прокидывание цепи и уже потом инсталляция коленвала со всем остальным висящим на втором его конце. Кстати, задачка по цепи. Как проверить ее растяжение без полной сборки до момента установки натяжителя цепи ГРМ, чтобы посчитать клики. И я, конечно, подскажу. Гуглится спецификация данной либо подобной цепи, в которой указано расстояние между пинами. Оно для данной цепи составляет 6,35 мм. Далее это для удобства умножается на 10, либо на 20 и умноженное значение 63,5 для 10 звеньев, либо 127 мм для 20. Для удобства штангенциркуль смещается перед пином, и соответственно на последнем измерительном пине после пина. И на основе данных измерений делается вывод о текущем состоянии цепи ГРМ. Это, насколько я знаю, единственный способ. Найти подробную спецификацию конкретной цепи может быть довольно сложной задачей, особенно если ее уже сняли с производства. Да и вообще, насколько я знаю, в спецификациях не указываются значения для измерения растяжения более-менее точными инструментами. Получается, что ориентир только на натяжитель. Цепь прокинута, плоскости обезжирены. Не знаю, может не обязательно, но я всегда так делаю и в этот раз тоже сделаю так. Прокладку можем установить на направляющую, вторая направляющая с другой стороны. И можно приступать к попаданию, к матчингу половинки с половинкой. В основном задача заключается в посадке на направляющие. Половинки сматчили, а далее все предельно просто. По диагонали устанавливается пара винтов, чтобы половинки двигателя не рассоединялись. И далее инсталируются все остальные винты. На два данных винта должна крепиться еще и помпа, то есть сначала ставится помпа, а потом инсталируются два длинных винта. Но так как один из
этих винтов я успешно спилил при деинсталляции, а имеющийся винт имеет недостаточную длину 90 мм, а оригинальный должен иметь длину 100 мм без учета шляпки. Поэтому я помпу пока что устанавливать не буду, но болты вкрутил для того, чтобы общая плоскость сопряжения двух половинок была максимально равномерно скреплена, чтобы прокладка успешно везде обжалась и все было прекрасно. По поводу винтов, чтобы не запоминать, где длинный, где короткий, при инсталляции просто устанавливается винт в шахту и смотрится, если сильно торчит, значит не отсюда. Если торчит около 1 сантиметра, значит отсюда. Ну а так здесь 5 длинных и остальные короткие. Главное не пропустить никакую шахту и не забыть инсталлировать винт. Их здесь 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8, 9, ну да. После финальной затяжки можно оставить немного полежать, отдохнуть и произвести повторную сессию затяжки. Данный процесс можно повторить пару раз. На мой взгляд, это является даже лучшей практикой, чем сразу затягивать на максимум. Далее переходим обратно на сторону ротора. Здравствуйте. Можем так наклонить. Или не можем? Не можем. Окей. Здесь тот же самый процесс. Обезжиривается посадочная плоскость на половинке двигателя и на крышке двигателя. Далее устанавливается прокладка и набор оригинальных винтов. Необходимо не забыть установить шестерню помпы. Можно ее инсталлировать. Ага. Есть. Сматчили. Все. Супер. Далее инсталируется крышка, не знаю как называется, крышка-изолятор секции маслозаборника, наверное, так будет вполне корректно. Супер. Установили, затянули и перешли к установке шестерни стартера, которая устанавливается следующим образом. Сначала закидывается шестерня вот сюда. Далее на пин со стопорным кольцом накидывается шайба, и данный пин частью без прорези устанавливается через шестерню в посадочное место в половинке двигателя, а частью с выраженной прорезью позиционируется в крышку данного отсека двигателя. Вуаля, все работает, можно ехать. Теперь обезжириваются плоскости соприкосновения половинки двигателя с крышкой данного отсека двигателя, естественно, через прокладку. Здесь все уже видели, ничего нового, нужно лишь слегка притереть. Теперь можно сразу инсталлировать и стартер, чтобы не оставлять его в томном ожидании дня, когда он будет инсталлирован. О-ринг обязательно и аккуратная однорукая инсталляция. Однорукая, наверное, не получится. А вот двурукая вполне. Болты крепления стартера необходимо затягивать хорошо. Я пока что одной рукой предварительно и за кадром уже финально. Это важный момент, так как позиционирование стартера критично. Ситуационно можно не уехать и в целом здесь чего-нибудь наворотить из-за лишних люфтов. Это плохие шутки. Плоскости обезжирены и все готово к установке. При установке прокладок я нигде не использовал герметик, хотя есть такая практика очень тонким слоем создавать такую пленку из герметика по обе стороны прокладки для более плотного и надежного сопряжения. Но у меня прокладки вроде визуально неплохие, особо нигде плоскости критично не нарушены, поэтому я герметик не использую, но в данном месте он будет все-таки рекомендован под пробку и через всю пробку, либо же 2 поинта на границах соприкосновения резины с металлом. Здесь при установке необходимо попасть не только на направляющие втулки, но и на пин шестерни стартера. А также важно не забыть, что ротор примагничивает статор, и крышка прям сама стремится к установке. Установили крышку последовательно попеременно, затянули все болты, оставили немного постоять или переспать ночь и выполнили еще одну сессию контрольной протяжки.
И сборка низа двигателя почти завершена. Осталась лишь пара финальных нюансов. Аккуратно убрать перегородку из прокладки в окне двигателя, окно в двигатель, и заглянуть в данное окно для того, чтобы обнаружить еще одну перегородку, которую также необходимо аккуратно деинсталлировать. И на данном этапе процесс полного обслуживания, ремонта и модификации низа двигателя торжественно окончен. И с этого момента можно объявлять начало полной сборки двигателя для его установки в раму байка. Поэтому ставьте лайк, если вам было интересно и полезно старательно предоставленная мной информация по процессу работы с данным объектом, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующие эпизоды и в целом найти для себя что-то новое в рамках других топиков, презентуемых на моем канале. Распаковка. Сработал. Конь ползет уже. Водовозка. А ну-ка, гранд-плие давайте, пожалуйста. О! Объяснил. So, thanks for watching. See you soon. Bye. У них свой путь. Тут можно опять. И пес, блядь, пес бдительно прям на нас. Обязательно волос какой-нибудь, чей-нибудь влезет. Так, прочие шатания здесь нет. Опять волос какой-то или... Конечно, блин. Что за... Ротер с резьбовым штифтом. Штифтом, да? Если я правильно понял, то демонтировать помпу без демонтажа маслонасоса, ну или элементов со стороны маслонасоса, не получится. Блять.